Всем доброго здоровья. Народ, всем привет! Сегодня у нас Пятница. завершение рабочей недели. Мы бобры. Мы бобры. И Да. веселы. И веселы. Через 2 часа мы будем в совершенно другом настроении. Поэтому вперед. Поэтому и сейчас не будем. Да не выспался, я же тебе говорю, мотокосильщики с 5:30 до 5:30, как зарядил, как часы проверял. Ну, наверное. Проверял тебя на выдержку. Если бы я ходил, у него бы пропеллер был бы там, где положено быть в мотокосильщику в 5:30. Карлсон отдыхает. Ну, был бы Карлсон, русская версия, Russian version. Хорошо. Так, а мы начинаем. С вами, как всегда, Дмитрий и Екатерина, если кто еще не запомнил, да? Или только с нами не знает и познакомились. Мы начинаем разминку с верхнеплечевого пояса. Поднимаем плечи вверх, опускаем их вниз, выполняем 15 повторений. Спина при этом у нас прямая, макушка тянется вверх, колени стоят, если вы сидите на стуле, под углом 90 градусов, стопы плотно прилегают. Если выполняете стоя, как я, значит просто ровненько подкрутили немного таз для того, чтобы выровнять поясницу, и прорабатываем. 5, 7, 6, 7, сделаешь на 2 больше, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15. Кстати, когда я делаю это упражнение, я уже меньше акцентирую на спину, я уже не так болтаю. Ты уже привык. Я привык к сложностям. Был у нас вопрос в чате в начале недели, по-моему, по поводу самостоятельной прокачки пресса. Так вот, если вы сидите, да, неважно, как вы сидите, на кровати, на чем вы сидите, на кушетке, на стуле. На шее у мужа. На шее у мужа. У вас есть возможность сегодня прокачать пресс из этого исходного положения. Самостоятельно, без помощников. Мы продолжаем. Верхний плечевой пояс, плечо, выполняем круговое. То есть, когда мы вращение. сидим, у нас пресс качается, да? Или что ты сказал? Что я Нет, мы будем делать эти упражнения. сегодня? Сегодня из положения сидя, да. Там не нужна никакая инвентаризация. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, продолжаем, 11, 12, 13, 14, 15. Немного отдыхаем и выполняем обратное движение этим же плечом. Не знаю, у нас, короче, такая жара, шашлыки только ночью. Все, ребята, днем не простите. Днем не простите, шашлыки только ночью, под вентилятором, да. Нет, на улицу хоть выехать. Холодильную установку. Хоть на улицу выехать можно, а сейчас там выходишь и сразу такой стоит народный светлорус. Выгорает сюда. Ладно, Поехали назад. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Хорошо. И 11. Ой, точно, и 11, 12. Я тебя проверяла. 13, 14, 15. Хорошо. А все уже, все. Она Уже была всё. раньше. Уже. Ладно. Да. Так, вторая рука. Выполняем движение вперед. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Вдох-выдох и в обратную сторону. Все, в отпуск, Катя, в отпуск. Не кривись. На 2 дня схожу. В субботу и воскресенье. Ура! Будет тебе отпуск. Давай в обратную сторону. Я, короче, смотрел погоду на ближайшие 10 дней, 36-37 в тени. Слушай, это как температура у человека. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 продолжаем. 11, 12, 13, 14, 15. Я вообще думаю, Хорошо. надо, наверное, сюда кондишку выполнить. Ну, вполне может быть. Потому что уже... Если так заниматься интенсивно, то я думаю, что стоит. Помним, на прошлой тренировке мы сделали упражнение для активизации грудного отдела именно позвоночного столба межреберных промежутков. Повторим это упражнение, когда, получается, работает центр груди, то есть мы как будто палец выталкиваем грудным отделом и выталкиваем в обратную сторону именно лопатками. При этом плечевой пояс стоит в одной плоскости, таз сидит либо стоит, тоже неподвижно. Прорабатываем вот это движение. Вовнутрь плечи чуть-чуть уходят вперед, округляются лопаточки, разбегаются по спине и в обратную сторону. Раз, раз, два, два, три, 3. Спастичность вообще такая повышенная у меня, кстати. Ну, я думаю, что это из-за жары, из-за общей усталости уже. Общая усталость, жара. 4, 4, 5, 5. Если вы выполняете это упражнение стоя, подкрутите немного таз вперед для того, чтобы именно поясничный и крестцовый отдел у вас были стабильными. Работаем только грудным. 8, 8, 9, 9 и 10, 10. Хорошо. Я сделал 13 раз все. Ты молодец. Ты сделал больше всех. Теперь... Так, теперь мы Ты снимаем. работай, дурачок, мы дадим тебе значок. Теперь мы снимаем утяжелители. Че ты? В замке больше работать. Блин. Кать, по пятницам вообще извращенка какая-то, спортивная. Спортивная. Спортивная извращенка. Что поделать? Работа у меня такая. Порно-спорт. Так. Мы берем руки в замок. Выводим впереди себя либо на прямых локтях, либо стремимся к этому движению и выполняем круговые вращения в одну, во вторую сторону. Ты же Выполняем видишь, 5 в одну, 5 во вторую. Ты же видишь, что не получается у меня это упражнение. Да, поэтому мы его тренируем. Давай. Спина ровно, макушка. Я не вверх. буду больше ныть, все. Плевать мне. Лови меня, мне по барабану. Давай. Упаду. И все. Давай. Вообще все ровно. Давай. Хорошо. Раз. 2. 3. 4. 5. Хорошо. И в обратную сторону тоже 5. В общей сложности выполняете 10. Моя нога передает тебе привет. Привет. Она вот так вот мне машет. Вот так прыгает. В обратную сторону. Раз. 2. 3. 4. 5. Хорошо. Вдох, выдох и расслабиться. Если вы выполняете это упражнение из положения стоя, пока Дима отдыхает, тоже таз подкручен, спина прямая, руки, углы соблюдаются в лучезапястных суставах, руки перед грудью. И выполнение, когда идет рука из стороны в сторону, один лучезапястный сгибается, другой разгибается. В верхнюю точку, в обратную сторону, то же самое происходит с другой рукой. И меняем это положение в одну сторону и затем в другую сторону. Так. Прижимаем руки к груди и выталкиваем от себя. Максимально растягиваем лучезапястные, предплечье, локоть, плечо. И возвращаем тут же на место. Привет. Привет. Давай. Раз. И на место. 2. На место. 3. На место. Помимо того, что Дима сейчас прорабатывает растяжку своих рук, он еще прокачивает спину он за счет того, что возвращается корпусом назад. Хорошо. Бери ленту.
Её. Наматывай в одну редь. И дала косточку просто. Да, пальцем мама. Наматываем ленту. И будем выполнять сегодня упражнение с ней. Поднимаем максимально руки вверх, раскрывая плечевые суставы. Если лента слегка растягивается, это хорошо. И возвращаем в исходное положение. Специально мы ее не дорастягиваем. Она у нас находится просто в состоянии натяжения. Ну что? Подождите, я же сделал, все пропустил. Все пропустим. Так, выворачиваем, да? Что делать? Покажи. Поднимаем руки вверх до ограничения плечевых суставов. Когда идет ограничение, слегка будет идти растяжение ленты и возвращаемся в исходное положение. Раз. И на место. Два. На место. Три. На место. Четыре. На место. Пять. На место. Шесть. На место. 7 на место. 8 на место. 9 на место. Завершаем. 10. Хорошо. Так. Следующее наше упражнение выполняем из исходного положения. Одна рука сверху, другая в сторону. И небольшую пружинку, раскрывая плечевые суставы. Спина прямая. Программа есть. Хочешь ты программу? Придется сделать. Давай. Одеваем кофту. Какую кофту? Теплую, чтобы тебе жарче стало. Ну, как будто одеваем кофту. Ну, ассоциация у тебя вся так себе. Да, а как будто что? Вот для тебя. Ну, кофту как-то вот так одеваем. И как ты одеваешь кофту? Это свитер вот так ты одеваешь, а кофту вот так вот набрасываешь. Джемпер. Джемпер. Пиджак. Пинжак. Раз, два, 3, 4, 5. Отлично. Еще 5. 6, 7, 8, 9 и 10. Хорошо. Это же упражнение можно выполнять с палочкой. То есть вот вариация с палочкой, когда мы держимся и прожимаем дальше. Отдыхаем и затем выполняем в другую сторону. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Хорошо. Берем палочку. Это опасный предмет, кстати, сегодня для меня. Что опасно? Палочка. Следующее упражнение я выполняю с лентой, Дима выполняет с палочкой. Мы выполняем элемент гребля в одну сторону и во вторую. Прямыми руками? Да, прямыми руками. На прямых руках выполняем движение. Одна рука уходит вниз, другая через верх в ту же сторону. 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9 и 10, 10. Хорошо. Разминку с руками закончили. Сейчас будем заниматься шеей. Выполняем упражнение для шеи. Значит, что мы делаем? Выпрямляем спину, плечи уводим назад и вниз. Шея вытягивается из плечевых суставов, как будто нас кто-то тянет за макушку. Давай. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Хорошо. Кстати, в чате писали, что тоже начали заниматься шеей, прошло не менее рук. Да, я читала. Значит, Я продолжаю рассказывать. получается, ну, кто писал в чате по поводу того, что стали заниматься шеей и перестали млеть руки. Да, на самом деле, как бы за счет раскрытия сосудов, лимфатических, кровеносных, получается, улучшается питание нервных окончаний, и вот эти вот зажимы, они снимаются. Но помимо того, что это упражнения для шеи, какие-то растягивающие повороты, плавные и так далее, да, это еще и вот эти вот всяческие движения, где участвуют плечо, лопатка, грудная мышца, да, они тоже помогают снятию зажимов.
То есть лучше какой-то комплекс, не просто там 2-3 упражнения для шеи, а добавить еще пару упражнений для верхнеплечевого пояса. Сколько ты? Раза 3-4 уже сделал? 4. Так, нам еще 3 раза. По 10. Давай. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Расслабились. И еще. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Хорошо. Так. Еще. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Хорошо. Следующее наше упражнение будет, значит, смотрите, что вы делаете. Берем своей рукой через голову за противоположную височную область, может даже за больше к затылку, да, не на сам височек кладем руку, а на ушко и больше на затылок. И наклоняем шею, вот я правой рукой работаю, значит, я наклоняю голову вправо, моя левая рука тянется вниз. Считаем 3, 5, либо 10 секунд. Например, раз, два, 3. Затем наклоняем подбородок в подмышечную впадину той руки, куда мы наклоняли голову. Чуть-чуть перехватываем дальше руку где-то ближе к затылку. Тоже добавляем вот этого вот растяжения. Левая рука тянется вниз. И считаем еще. Раз, два, 3. Если вы удерживали 5 секунд, значит 5. Если 10, значит 10. Выпрямляем голову, расслабляемся и то же самое выполняем в другую сторону. Облокотиться можно, нет? Да. Если вы работаете сидя на стуле, вы можете облокотиться для того, чтобы не удерживать, если у вас шейно-грудная травма, вы не можете сидеть ровно, вам нужна дополнительная опора для того, чтобы расслабить больше тела, а прорабатывать больше шеи. Так, а эта рука куда? Эта рука просто вниз тянется. Так, да, получается, сначала просто мы наклоняем и тянем вот эту вот часть, да? Раз, два, 3, 4, 5. Затем подбородок повернули, больше получается давим на затылок, сам давишь, а я чуть-чуть добавляю натяжение плеча. И получается, оно идет чуть дальше, вот сюда, уходя на трапецию. 3, 4, 5. Расслабили. Да. Сразу, когда ровно голова тянется вот здесь, когда поворачиваетесь Больше сбоку, вот здесь. а когда поворачиваетесь, больше уходит на спину, скажем так. Ориентир. Так, в другую сторону или в Конечно. эту же? Давай. Нет, мы будем чередовать в другую сторону. Сделаем по 3 раза. Если не закрутится голова, то по 3 раза. Сначала просто боковой наклон. Раз, два, 3, 4, 5. Затем подбородок повернули. Раз, два, 3, 4, 5. Выпрямились. Посидели немножко. Если вдруг у вас головокружение, звезды пошли, это от успехов или не только, да, то в этом случае вы просто чуть-чуть, вот как Дима делает правильно, нет, 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 маленькую амплитуду делаете, да, да, да. Если после этих покачиваний у вас головокружение, звездочки ушли, вы можете продолжить. Если же нет, сделайте перерыв и просто разбейте это упражнение, в течение дня делайте его. Не за один присест, а в течение дня. Давай. Раз, два, 3, 4, 5. Поворот. Раз, два, 3, 4, 5. Давай. Наклон. Раз, два, 3, 4, 5. Поворот. Раз, два, 3, 4, 5. Хорошо, вернулись в исходное положение. Ты как? Сделаем еще по разу? Да. Хорошо. Голова как? Чугунная? Нет, не такая. Пьяная? Мышцы не хотят держать, когда наклоняешь голову туда, она падает. Расслабленно. Перерастянул, мышцы расслабились. Давай. Готов? Да. Раз, два, 3, 4, 5. Наклон. Раз, два, 3, 4, 5.
Хорошо. Мгм. Блин, тяжелое упражнение. Честно говоря, для меня. Давай. Мгм. Раз, два, три, четыре, пять. Поворот. Раз, два, три, четыре, пять. Хорошо. Значит, помним, если у вас стоит пластина в шейном отделе позвоночника, в этом случае, возможно, вам даже руку не нужно будет, рукой додавливать, да, то есть вы не давите рукой, вы просто ее положили на голову как дополнительный утяжелитель. А на начальном этапе, возможно, даже и этого делать не стоит, то есть вы просто потихонечку наклонили голову. Опять-таки, вы делаете это только тогда, если вам разрешили уже заниматься без воротника шанса. Да? То есть, если вы без воротника, вы нормально удерживаете голову, она у вас не кружится, вы сидите, стоите, то в этом случае вы можете добавлять эти упражнения. Если это первый период после травмы, еще тем более шейного отдела позвоночника, вы не делаете эти упражнения в самом первом периоде. Там, наоборот, нужно шею поберечь. Да, если у вас стоит пластина, то не надо, а Диме можно, у него же тоже стоит. У Димы стоит пластина, но у Димы сколько стоит пластина? 6 августа 5 лет. Вот, то есть почти 5 лет стоит пластина, и она, там уже все сковано, там уже все сжато, и мы тянем. Мы же не растягиваем Диме шею, там, я не знаю, ухом к тазу. Ну, я думаю, не за горами. Да? Ты очень хорошо меня ценишь, оцениваешь. Да. Так, ну что, мы с шеей закончили, и сейчас будут те упражнения, про которые я говорила, из положения сидя на стуле для пресса. Ну вот, мы на стульях, вдвоем. Себе красивее взяла. Конечно, я же девочка. Значит, что мы делаем? Вообще-то у тебя красивее. Да. Вот так. Ну ладно. Значит, что мы делаем? Мы делаем глубокий вдох, раскрываем грудную клетку. Наши ладони лежат на коленях. С глубоким плавным выдохом, можно со звуком, ртом. Мы округляем спину в верхнеплечевом формате, да, то есть верхний плечевой пояс у нас немножко округлен. И делаем выдох. Ха, да, либо просто плавный глубокий выдох. В этот момент наши ладони максимально давят колени. Колени, получается, стоят под углом 90 градусов, стопа упирается в пол. Соответственно, никуда мы сдвинуть их не можем. И вот за счет вот этого напряжения брюшная стенка напрягается, как будто бы с выдохом уходит ближе к позвоночнику. Получается максимальное напряжение. Почему выдох должен быть плавным и глубоким? Потому как за все это время выдыхания максимальное количество волокна идет в напряжении. Делаем. Делай, Вдох, что я раскрыли. тебе мешаю, что ли? И на выдохе округлились. Давим обязательно. Основной акцент — это давление ладоней в колени. Расслабились. Сразу пресс его возле пупа. Видишь, как хорошо. Так я об этом уже говорил, мы уже делали это упражнение. Мы делали это упражнение, но был же вопрос, и мы повторяем. Мало ли кто-то не видел то видео, мы еще раз повторяем. Как можно еще качать пресс самостоятельно? Работаем. Вдох. И на выдохе. 2. Расслабились. Опять сделали вдох и на выдохе. 3. Расслабились. Уже пресс. Давай вдох, на выдохе. 4. Хорошо, вдох. 5. Так, вдох. 6. Вдох. 7. Готов? Вдох. 8. Уже спастировать начинает пресс. Сделаешь еще 2? Вдох. 9. И вдох. 10. Хорошо. Отдыхаем. Вот именно прям вот так вот, как ты треугольником.
Ну, наверное, потому что у меня пресс треугольником остался. Да? Здесь нету. Ну, вообще, Кубика не видно, а треугольник явно где-то есть. диски. Может, это бермудский? Голова больна вообще. И выполняем. Это мы проработали прямой пресс треугольником, так я поэтому косой решила сказать. А теперь мы будем работать на косые мышцы. Значит, что мы делаем? Правая рука упирается во внутреннюю поверхность левого колена, либо кладется сверху. Дима будет ложить сверху, я упираюсь вовнутрь. Делаем тоже глубокий вдох и на выдохе упираемся в левое колено правой рукой, делая небольшое скручивание и наклон. Да? Опять-таки пресс наш с выдохом как будто прилипает к позвоночному столбу. Второе плечо просто уходит немножко назад. А эта рука куда? Эта рука, да, просто в сторону. Вдох, вдох и на выдохе. Именно упор ладони в колено. Вдох. 2. Вдох. 3. Подержать себе ногу, нет? Нет. Вдох. На выдохе. 4. Вдох. На выдохе. 5. Хорошо, по 5 раз делаем в каждую сторону. Вы можете делать больше, и 10, и 15. Если у вас ноги болтаются, лучше тогда сесть поглубже, например, в кровать, либо в кушетку, и будете упираться просто чуть выше, таким образом, чтобы вы не могли отодвинуть. Либо вторую руку положите рядышком с ногой, чтобы, если что, вы могли и упираться, и сопротивления. А я держу просто вот так вот колено и упираюсь вниз. Вот так. Ну да, я же сказала, что ты будешь давить вниз, Да. а я вовнутрь. То есть есть вариант давления сверху, но просто даже если вы сверху давите и немного нога заваливается, если идет плеге в нижних конечностей, то в этом случае вот такой вот вариант с фиксированной рукой вам поможет. В обратную сторону работаем. Давай вдох и на выдохе. Фу. У меня эта сторона лучше чувствуется. Ты сильнее в ту сторону. Фу. Иннервация лучше. Вдох. На выдохе упираемся. 3. Вдох. 4. Вдох. 5. Хорошо. Вот у меня вот на этих упражнениях как-то больше нижние кубики, низ пресса больше. Включается. Чувствую. Ну, я не знаю, насчет включается, но чувствуется больше. Ну, я вам могу сказать одно, что нижний пресс, он самый такой противный, его самое тяжело Включить. и самое тяжело накачать, мне кажется, его. Верхний это вот наши вот эти малые сгибания, они уже Да. верхний больше дается верхний пресс. А вот нижний надо ноги поднимать. Ноги поднимать мы не умеем, потому что оно у нас тут соединено. Это я когда как на физкультуру ходил в школе, мне объясняли. Правильно объясняли? Да, по-простому очень доступно ты сейчас объяснил. На простом, на доступном языке. То есть, хотя на самом деле пресс включается весь, но просто чувствуете вы его, когда поднимаете вверх корпуса больше сверху, а когда поднимаете ноги, вы больше чувствуете низ. Ну, в принципе, это, наверное, одна мышца все-таки, да? Да, Это да, не то, что там она включилась сверху, снизу выключилась. Она все равно включается вся просто. Да, просто Так, где-то волокно тянется по-другому. совершенно по-другому, в зависимости от того, как вы работаете верхом корпуса, либо низом. Так, ну что, а мы закончили первую часть, и сейчас будем перемещаться к шведской стенке. Так, переместились мы к шведской стенке. Сейчас растянусь. Раз, два, три, встаем. Стоишь? Да. Хорошо. Так, ну что, получается, стоим возле шведской стенки. Первое, как всегда, это для того, чтобы почувствовать осевую опору. Дима растягивается. Вначале немножко подтягивает таз вперед. с дыханием. Потанцуем пока. Потанцуем. Ну, ты потанцуй, а я расскажу, хорошо? Давай. Получается, подаем слегка таз вперед, возвращаемся в исходное положение и добавляем дыхание животом. Вдох-выдох. После этого, как растянется из этого исходного, поднимает руки вверх, то же самое подает таз вперед и делаем дыхание животом. После следующий этап. Спускаем руки вниз
и выполняет перекат с носочка на пяточку, наваливаемся на носок с наклоном корпуса немножко вперед и подаваясь слегка назад, то есть мы не прогибаемся, а просто ровненько столбиком уходим на пяточку. Значит, в этом положении у вас могут быть колени подвязаны, а могут стоять так, как у Димы, свободно от колена упора. В зависимости от того, замыкают колени у вас или нет. И завершающий этап этой тренировки-растяжки, да, это когда наваливаемся то на правую, то на левую ногу с весом, либо с выполнением вот такого же движения вверх-вниз корпусом, как будто подскакиваем, либо просто заваливаемся на правую, на левую ногу, давая осевую нагрузку то в одну, то во вторую сторону. Вот это движение, про которое я говорила. На правую, на левую ногу. Ну что, сяду? Да, через присед. Немного отдыхаем и будем выполнять второе наше упражнение. Второе наше упражнение, я расскажу, пока Дима отдыхает, это он становится, вертикализируется. Я буду фиксировать немного его таз в прямой плоскости, чтобы не было движения таза лево-право. Не жестко, то есть если небольшая погрешность будет, это нормально. Тоже у вас могут быть в вертикальном положении колени либо подвязаны, таз либо подвязан, и колени плотно прилегать к коленоупору, вы можете выполнять это упражнение. Либо, если самостоятельно, например, вас кто-то подвязал, или вы сами можете как-то закрыться, если это в тумбе, выполнять это упражнение. Спина ровная, макушка тянется вверх, руки разведены в стороны и делаем такие полуповороты корпусом, при этом касаемся то правой, то левой кистью, в данном случае стенки. Не шведской стенки, не узко касаемся планок, а именно более широкий вхват. Да нет, просто. Что не можешь? Руки разогнуть, пальцы. 17. Видишь, как легко, я даже не понимаю. Не надо меня сжимать. А это не я Это не понимаю. Деловая. Кто? Не надо. Я же не знаю поэтому. Ну скажи ей. Я уточняю. Слишком. Вот руки. Вот что. Все. Надо же учиться. Понимаешь, чтобы носок сдвинуть в сторону, надо расслабить ногу и ее подвернуть. Ну, чтобы пятку, надо на носок стать и пятку попой поднять. Ну, то есть это целое упражнение, на самом деле. Правильно? Да, я хотела спросить, ты меня сейчас раскладываешь, да? Просвещаю. Я поняла. Немножко растянемся. Руки вниз, вверх поднимай, чтобы понять, насколько хорошо ты стоишь и ровно. Будешь готов говорить? Ну, я готов. Что мне надо делать? Тебе нужно руки в стороны развести и касаться стенки то справа, то с левой стороны, с поворотом корпуса небольшим. Раз, держись. Раз, раз, два, два, три, три, четыре, четыре, пять, пять, шесть, шесть. Держись. Семь, семь, восемь, восемь, девять. 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, держись. До 20 сделаем.
14, 14, 15, 15, 16, 16, макушка, 17, 17, 18, 18, 19, 19 и 20, 20. Хорошо. Через 50. Короче, вот в этом упражнении у меня напрягается все, от подмышек до колен. Вот это вот вся штука. Поясница очень сильно напрягается, ноги, ягодицы, бедра. И вот здесь вот все напрягается. Ну, потому что ручки ты расставил, получается межреберная промежутка. Ну, я же тебе говорю, от подмышек до колен. Молодец. Все? Я сегодня плохо спала, а вы что? Всякая яркая снилась. Вчера еще перед сном как раз думала, что же нам сегодня с тобой делать. Вот по поводу этого. Ну что, мы походили, повертикализировались и теперь легли на кушетку, будем выполнять упражнения для активации мышечных цепей. Значит, что мы делаем? Есть вариант со сгибанием ног в коленных суставах, когда нога стоит, да, и фиксируется стопой. Есть вариант, когда нога находится вот в таком вот положении. Мы попробуем и тот, и другой вариант. Значит, смотрите. Что получается? Дима уводит руки вверх над головой, за голову туда, да? Из этого положения. Одна рука касается противоположного колена, я его буду фиксировать, и будет давить с выдохом. Затем они будут разбегаться и возвращаться в исходное положение, чередуем, да? А вторая рука давай вертикально в потолок. Угу. Работаем. Вверх в потолок, выдох. Касаешься и давишь прям кистью в колено. 3. Вдох на выдохе. 4. Не торопись. Вдох. В паузе побудь в верхней точке. 5. Вдох. 6. Вдох на выдохе. 7. Вдох. 8. Вдох. 9. Вдох. 10. Хорошо. Здесь помимо того, что мы сейчас включили мышечную цепь диагональную, мы еще и добавили сжатие. То есть, да, у нас включается пресс. Это похожее упражнение тому, которое мы делали на стуле сегодня. Это я смотри, когда подтягиваю, я давлю не только рукой, а еще и коленом стараюсь в руке. Да, да? Да, все правильно ты делаешь. То есть, если у вас есть такая возможность, если вы абсолютно здоровый человек, то в этой ситуации вы прорабатываете каким образом? То есть, ваша... Хочешь подвинуться? Да, чуть-чуть поддаваюсь. Нормально? Да. То есть получается, что вы в момент вот этого скручивания ладонью давите в колено, а коленом в ладонь. То есть вы еще добавляете движение ногой, только диагональное, да? Да. Если такой возможности нету, есть еще вариант вот этого упражнения. Вы можете ноги повесить на резинки. Вот в такое положение. То есть одна резинка будет фиксировать вашу лодыжку, а вторая резинка у вас будет находиться под коленом. Нога будет, возможно, просто вот в таком положении. И вы будете хотеть стремиться сюда, к этому колену. То есть тоже один из вариантов. Так, сейчас мы поменяем диагональ. С 55 на 65. Режимов в телевизоре. Да. Так, две руки вверх, потолок. Потолок, потолок. Где потолок? Отлично. Правая рука, левое колено. Разбежались. Раз. Вдох. На выдохе. 2. Вдох. На выдохе. 3.
Вдох. На выдохе. 4. Вдох. На выдохе. 5. Вдох. На выдохе. 6. Вдох. На выдохе. 7. Вдох. На выдохе. 8. Вдох. На выдохе. 9. Вдох. На выдохе. 10. Хорошо. Вот здесь еще было. Да. Мышца. Пресс. Крепление. Ну, Так. Следующее упражнение будет на растягивание. Тоже диагональное. Что получается? Мы делаем. Значит, я фиксирую ногу вот в этом положении. Одну. Вторую точно так же. Так, из этого положения. 2 руки в потолок. Левая рука уходит вниз, в диагональ, в сторону. Да, это уже прям сильная сторона, на угол кушетки где-то так. И нога тоже немножко в диагональ уходит. Растягиваешься, прям максимально тянешься в разные стороны. Возвращаешься на место. Вторая рука в потолок на постоянной основе. Давай. Тянешься, тут уже выдох. А здесь вдох, выдох. 2. Выдох. 3. хорошо. Выдох. 4. Выдох. 5. Выдох. 6. Выдох. 7. Выдох. 8. Выдох. 9. И выдох. Рука на постоянной основе в потолок. 10. Хорошо. Значит, смотрите, чем хороша кушетка? Кушетка хороша тем, что сейчас я буду делать во вторую сторону, и нога уводится не просто на кушетку, она уходит слегка в диагональ, и пятка опускается чуть ниже кушетки. Это упражнение можно делать и на полу, просто вы будете максимально стараться растягиваться, но не будет вот этого переразгибания. На кушетке есть такая возможность. Так, сейчас я чуть-чуть отдохну, запыхалась. С Димиными ногами работать. Так, и сейчас будем работать в другую сторону. А у тебя как ощущение, кстати, по растяжке? Ну, я бы предложил себе не спешить, вот, растягиваться, больше в растяжении находиться хотя бы на пару секунд. Давай. Ну, Здесь же основной момент синхронности. То есть мне показалось, что ты, наоборот, торопишься вверх, и я пыталась успеть за тобой. А я хочу, чтобы Побольше когда мы сделали потянуться. первый раз, я больше ощутил понятие сжимать потом. Да, а сейчас надо больше прям растянуть. Я растягиваюсь, но потом, когда я растягиваюсь, у меня включаются как будто другие мышцы какие-то, понимаешь? Мне надо в растяжении побыть пару секунд. Давай, Ну, да. давай. Готов? Потолок. Работаем. Так. Растянулся. Стоп. Мне таз надо чуть-чуть твой подвинуть вот сюда, в эту сторону. Опа. Да. Хорошо. Так, давай. Угу. Растянулись. Вот. Готов? Да. На место. Подожди. Наоборот, выдох в растяжении. Вдох и выдох на растяжение. На место. 3. На место. 4. На место. 5.
На место. 6. На место. 7. На место. 8. На место. 9. На место. И 10. Хорошо. Хорошо. Руками тянись вверх. Хорошо. И еще работаем по одной стороне. Но при этом у нас мы сейчас сделаем такой элемент растяжки. Очень классно было бы, чтобы у нас был артез, но мы сделаем его без артеза. На маленьком валике для того, чтобы увеличить амплитуду. Что мы этим самым сделаем? То есть у нас сейчас будет такой элемент растяжки. Мы растянем вот эту вот связочку, так, которая раскрывает нам тазобедренный сустав. Подвздошно-поясничная у нас включается, да, и четырехглавая мышца будет максимально растягиваться. Плюс еще добавим растяжение межреберных промежутков и нашей пояснички. Согнем. Что мы делаем? Смотрите, получается, чтобы было наглядно видно, эта нога у нас останется ровная, эту ножку мы сгибаем, максимально, да, руки вверх, сейчас пока просто делаем и дышим. Значит, смотрите, видите, коленка подгибается, поэтому я беру и потихонечку упираюсь в бедро. Если бы был одет ортез, нога была прямая, мы бы не переживали. Максимально одну ножку у нас она согнута, вторую максимально разгибаем. Тем самым мы уже растянули вот эту часть. А далее Дима потихоньку наклоняется вот в ту сторону корпусом по кушетке, вот прям по кушетке. С головой вместе, рука за ухом. О, да, отлично. Тянешься, дышишь. Есть? Хорошо. Расслабился, вернулся. Я чуть-чуть расслабляю ногу. Расскажешь ощущения потом. Тянется вся сторона вот так. То есть помимо того, что мы по передней поверхности растягиваем, да, то есть по брюшной стенке, четырехглавую мышцу, мы еще и задействуем вот эту вот косую поверхность. Давай, опять. Я растянулся, ты потянулся. И по кушетке пытаемся смещаться в противоположную сторону той ноги, которую мы растягиваем. Дышим, подышим немножко, чтобы межреберные промежутки в этом положении немножко поработали в состоянии растяжения. И расслабились. Далее. Почему присгибаю ногу, либо если она была бы в ортезе, я бы ее слегка чуть-чуть приподнимала, для того, чтобы назад сократить мышечное волокно. Давай еще разок и потом в другую сторону. Так. Так. Смещайся. Да, может даже подползти головой. Я это уже пересладкаю. Для чего положили валик под таз? Для того, чтобы таз немножко как будто вытолкнуть вперед и вверх. Хорошо, достаточно. И расслабили. Так,
Теперь будем выполнять то же самое на другую ногу. Так, тянулись. Ага. Давай, готов? Сначала Да. просто вверх, сейчас растянемся. Подыши так немножко. А теперь давайте с наклоном. Чем хорошо, что вы лежите на поверхности, да? Тем, что вы понимаете, в какой плоскости выполнять наклон. Вы не скручиваетесь, а вы просто двигаетесь верхней частью корпуса по поверхности пола, либо кушетки и возвращаетесь в исходное положение затем. Хорошо. Расслабились. Давай еще. Угу. И вернулись. Так. Учитывая то, что мы на этой неделе, если вы вместе с нами работали, то вы понимаете, работали на поясничный отдел, да, на ягодицы, то есть вот мы как раз сейчас и пытаемся растянуть все те группы мышц, которые натруждали всю неделю. Давай еще. Правая рука туда побольше, в левую сторону, вместе с плечом, так, головой. Хорошо. Все, достаточно. И расслабляемся. Вы перевернулись. Сейчас немножко отожмись. Растянись. Выложись. Не хочу. Не хочешь? Ну, постой тогда так. Раз не хочешь, постой так. Так, надо чуть-чуть подвинуть. Выталкиваем таз назад и садим его на пятку. Обрати внимание, что я сам стал. Да, Или нет? да. И тебе уже все равно. И мне уже все равно, но я обратила внимание. Тебе уже вообще все равно, да? Хорошо. Значит, смотрите. У нас был вопрос по поводу, или это не вопрос был, ну, в общем, надо скорректировать Таз. было человеку таз, да. Значит, что получается? В моменте, когда мы делаем виляние тазом, есть такая погрешность у людей, что вы виляете корпусом, Давай да? ты поставь туда камеру, вот туда. Мгм. И я стану и покажу, Ну, давай. как надо. Как ты меня учила в детстве. Как я себя учила в детстве. Так, наверное, вот так, чтобы ты не совсем спереди был, а в диагональку. Угу. Давай, становись. Так. Сначала провали поясницу вниз. Сейчас я ее провалю. Она же у меня. Уже не проваливается. Сейчас провалится. Ну вот, это все, что я могу уже. Так, значит, смотрите, вот здесь вот, то есть идет прогиб, да? И то у Димы уже нету такого прогиба, как был раньше, потому что он мышцами спины себя держит. А прям вот, ну вот прям расслабься. Да вот прям расслабился, ну. И все, да? Ну да. Значит, смотрите, получается вот здесь вот прогиб. И вот эту вот часть нужно выталкивать вверх, толкай вверх. Оп. Больше получается сейчас грудным отделом, да? Сейчас я Сосредоточен на животе. Вот, вверх пошел. Давай. 3. А можно толкнуть и попытаться поддержать. Таз подкручивается вперед. О, отлично вообще. И расслабились. Ну-ка, давай делай. А я прокомментирую. Получается, обратите внимание на Димины ягодички, да? Вот смотрите, провалились, они оттопырились назад. Затем поджался таз слегка вперед, вытолкнулась поясница. Грудной, естественно, тоже будет выталкиваться вверх, но мы на нем сильно не сосредотачиваемся. Больше сосредотачивайтесь на пояснице. И подержали, как будто напрягли ягодицы, подали лобковую кость слегка вперед, подержали, расслабились.
Опять толкнули, подержали какое-то время. Вот столько, сколько у вас получается на первом этапе. Лучше считать на счет на какой-то. И затем расслабляетесь. И живот в себя не забывайте. Да-да-да, маечка там просто у тебя не показывает. Вот, видите? То есть вот оно. Маечка, живот в себя. Оп, расслабились. Опять живот в себя подтянули. И расслабились. Вот такое вот упражнение. То есть толкайте поясницу вверх. А когда виляете попой лево-право, тоже покажем сейчас. Тоже нужно стараться удерживать эту поясницу в верхней точке. Не провалились и катаетесь. То есть показывали, делали вот. Я не знаю, как это делать неправильно. Правильно, это вот только чисто попой, да? Да, чисто попой. Проработка таза, да. Толкнули. Вот оно. Сейчас я даже не знаю, может сверху тебя. Что? А у меня как-то оно уже все, бля, не работает. Все работает, давай, включишь. Вот, пошло движение. Опять. Вот, пошло движение. Вот оно пошло движение. Короче, тут суть в чем, что надо работать межреберными, вот этими боковыми мышцами, да? Или Да. я неправильно сделал? Все правильно ты сделал. Или еще поделать? Еще можем сейчас поделать. Сейчас я выставлю камеру. Так, вот работаем. Получается, Дима стоит и работает в правую сторону, увел таз, в левую чик, повернул. Видите? Корпус и плечи делают совсем маленькую амплитуду, да, то есть они практически в одном положении. Обратите внимание, вот сейчас я пальчиком покажу, вот сюда, видите, как идет напряжение, вот отсюда, вот чик и подвинул. Опять скрутился и в ту сторону раз, подвинул. Вот оно, это движение. Обратите внимание, он делает медленно, не быстро, не болтает просто корпусом лево-право. Потому что я молодец. Да, потому что Дима молодец. Еще очень хорошо делить, например, влево, потом, вот видите, увел и раз его как будто вернул на место. Опять увел, оп, вернул на место. Хорошо, стой, майку натяну, чтобы видно было. То есть вот здесь вот сейчас идет изгиб, увел и чик, сократилась вот эта часть. Раскрыли, толкнули, опять оп, сократили. Сколько тебе еще осталось? Да? Все, я уже все. Я только хотела сверху еще разок снять. Ну, давай. Давай, делай. Отклонил. И назад. Оп. Вернул. Вообще классно видно. Опять отклонил. И чик. Кивнул тазом. То есть кивок небольшой, но нужными мышцами. Ты же не сможешь поломать себе позвоночник. Да, так он и не должен быть сильно большой. Ладно, Так, отдыхаем и встаем. Да. давай. Так, ну что, работаем? Держать или сам? Сам. Раз. Хорошо. 2. Сел. Держись. 3. Сел. 4. Присел. 5. Присел. 6. Присели. 7. Присели. 8. Присели. 9. И присели. 10. Отдыхаем.
спиной тянемся, помним, не руками. Руки нам, конечно, нужны, но думаем головой о том, что вы тянетесь спиной. 8. 9. Ну, Сам. 10. Хорошо. Нужно я лягу. Ложись. Все. Брали валики. Отдых. Поправь, пожалуйста, ноги правильно, нет? Конечно. Это я уже сам буду держать Баланс. мяч. Держи мяч. Ну, готов, ладно, хорошо. Это мне надо туда. Будь здоров, Маша. Будь здорова. Так, ну что, Туда. Раз. назад. Легко. Жопа отрывается у меня, это правильно или нет? Ягодица отрывается с этой стороны. Чуть-чуть, ничего страшного. Главное, что ты корпусом возвращаешься, мышцами. Корпусом. 3. Подождите, не считай меня. Вот туда больше. Ага, отлично. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Еще Еще? 5. Макушка тянется вверх. 11. Макушка вверх, спина прямая. 12. 13. 14. 15. Так, Слушай, что? так прикольно, давно не делали, так тянется все и болит, и напрягается. Или это может после этих всех других Может быть, упражнений? все в совокупности, да? Ну да, вообще, вот эта сторона, она мне сейчас так сильно. Плюс мы еще растяжку на это сделали. Сделали. Будьте здоровы, Екатерина Леонидовна. Им уже все равно. Они уже говорят, нас хоть отрубай. Все. На бок. Все хорошо. Так, Эй, боже мой, как это все закончить? давай вот так вот на фитболе чик и заканчиваешь. Шик. Макушка тянется вверх, спина прямая. Нормально? Еще дальше хочу. Вот. И возвращаемся. 3. Возвращаемся. 4. Возвращаемся. 5. Возвращаемся. 6. Возвращаемся. 7. Возвращаемся. 8. Возвращаемся. 9. Возвращаемся. 10. Хорошо. Еще 5. 11. 12. 13. 14. И 15. Короче, смотрите, здесь напрягается и пресс, и косы, и спина, и попа, и ягодицы, и ноги, ресницы, глаза, шнурки, все. Попробуй сделать, вот просто мне интересно. Положи руку, вторую сторону и сам наклоняй мяч ровно столько, чтобы ты вернулся назад. Опа! Сделай. Ты сильно много только наклонился, чтобы вперед ты не падал. У меня ноги под себя очень сильно. Давай, значит, выставлю стопу. Чуть-чуть. Ага. Чтобы опора была на них. Угу. Ну давай попробуем. Давай. Не факт, что Раз, и возвращаешься. Ты сильно наклонился. Сильно не уходишь. Именно ровно столько, чтобы вернуться самому. 3. Класс. Я 4. не могу себя Хватит. делать. Я уже То есть вот такое упражнение, почему мы его в конце добавили, то есть несмотря на измотанность Димы, да, то есть все равно какое-то количество раз он может сделать. То же самое для вас. Если вы сидите на кушетке, либо на кровати, вы можете работать с фитболом на начальном этапе самостоятельно. То есть вы увели фитбол ровно столько, сколько получается. Если вам тяжело делать это на начальном этапе с отведенной рукой, положи вторую руку на бедро. Да? Только головой своей сильно этой рукой не упираетесь. Да? То есть вы включаете все равно движение руки, которая на мяче, и косые мышцы. А рука, которая опорная, она максимально выключена. Хотя она будет стараться опираться. Она выключена.
Ну, у тебя, да, у кого-то нет. Кто-то будет, наоборот, стараться опираться. Она выключена, просто баланс легче держать, грубо говоря, на 2 точках. Так что... Есть еще более легкий вариант. Это когда рука на фитболе. Давай покажем. Перестань тут же что-то. Так? А вторая в упоре противоположная. Да, то есть вы отклонились, и если что, тогда вот здесь вам рука может помогать, помимо того, что работают косы. Понятно, да? Подошла к концу наша пятничная тренировка, конец недели подошел к концу, хороших вам выходных. А для тех, кто хотел упражнения на самостоятельных упражнений для мышц пресса, я думаю, достаточно было разнообразия сегодня и вариаций. Люди, хороших вам выходных, счастья в ваш дом. Всего самого лучшего. Будьте здоровы. Всем пока. Всего доброго. Правую ногу поправь чуть-чуть. У меня ровно стоят, это у тебя на камеру. Блин, можно матами ругаться сегодня? Не спорь с инструктором. Давай сделаем сегодня тренировку без вырезки матов. Интересно, кто-нибудь его будет смотреть? Я думаю, все. Ну, наконец-то. Наконец-то он высказал то, что хотел. Да. Я буду молчать, потому что хочется поныть. Не надо ныть. Пятница, день нытья. Поворачивайся, будем ноги вязать. Пойдем погуляем. Мы пойдем с конем. Тихо, я еще не подвинула. Это что, я думаю, спросил, ты стоишь? Да я дойду. Ну, посчитай, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Оп. Молодец. Я же чуть сижу, она давай налево, давай на второе дыхание. Да, Вообще капец. Давай еще поджимаем. давай, поджимайся.